До сих пор Audi особо не заходила в сегмент Mercedes GLS и BMW X7. Но теперь все меняется, потому что Audi Q9 – это новый большой флагманский кроссовер марки. Да, Q7 всегда был чуть крупнее, чем X5 или GLE, но он все равно не был полноценным игроком среди самых больших полноразмерных кроссоверов. Рядом с X7, GLS и крупными американскими конкурентами. И теперь в Audi говорят: да, мы серьезно идем в этот сегмент, особенно с прицелом на Северную Америку. Перед нами самый большой кроссовер Audi в истории. И сейчас мы все здесь внимательно посмотрим, что уже можно сказать об экстерьере. Как видите, машина пока в очень ярком камуфляже. Такое ощущение, что дизайнеры немного переборщили с этим рисунком. А вот салон нам сегодня показывают уже полноценно. Так что сейчас вы узнаете все об интерьере и новом Q9. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Да, это так называемый камуфляж. Потому что внешность пока не хотят раскрывать полностью. В пиаре это называют тактикой салями. Информацию выдают по кусочкам, чтобы получить побольше охватов. И, честно говоря, мне такой подход не очень нравится. Я бы хотел показать вам все и сразу. Но с другой стороны, на такие встречи все равно нужно приезжать. Так можно увидеть максимум возможного как можно раньше. Например, сегодня нам уже показывают интерьер, и значит мы просто обязаны здесь быть. Для меня это всегда немного смешанные чувства. Но конечно мы постараемся сделать этот обзор максимально интересным для вас. Например, уже сейчас мы видим решетку радиатора. Она здесь подсвечивается и имеет сотовую структуру. И посмотрите на эти огромные кольца Audi. Они не объемные, а плоские, но тоже с подсветкой. По крайней мере на североамериканском рынке такая подсветка колец Audi разрешена. Судя по решетке, перед нами довольно спортивная версия. Уже сейчас видно, что Audi будет активно играть со световыми технологиями. Если смотреть в профиль, машина, конечно, длиннее Audi Q7. На самом деле она выглядит даже длиннее, чем X7 или GLS. Это уже настоящий полноразмерный сегмент. И при этом действительно огромная колесная база. Посмотрите, какая же она длинная. А еще 23-дюймовые диски. Масштаб чувствуется сразу. Вот здесь кольца Audi, которые всегда остаются в вертикальном положении, чтобы они лучше всего выглядели, когда машина стоит. Здесь тоже вертикальный дизайн. И просто огромные рейлинги на крыше. Сзади видно, как Audi играет со светом, используя OLED-технологию. Внутри фонарей видны тонкие цветовые слои. Кольца Audi тоже подсвечиваются. И это будет разрешено даже в Европе. Лия, у тебя есть свет? Потому что нам пока нельзя ничего говорить о двигателях. Но 4 патрубка выхлопной системы. Если вспомнить моторную линейку Q7, это ведь очень похоже на 8 цилиндров, правда? А теперь давайте проверим двери. Потому что теперь они электрические или автоматические. Можно запрограммировать функцию так, что если зажать кнопку открытия на ключе, откроются сразу все двери. Типичная ситуация. Вы утром выходите из дома и думаете: хочу сразу открыть все 4 двери. Ну, наверное, бывают сценарии, где это полезно. А вы тоже из тех, кто постоянно крутит в руках ключ-брелок? Здесь есть и что-то вроде ручного открытия. Знаете, это так затягивает. Для моего перфекционизма это просто искушение. Постоянно нажимать туда-сюда. Но может быть это только моя проблема, не знаю. Интересно, что же это за модель? Ладно, давайте посмотрим на двери изнутри. Эти электроприводы можно закрыть обратным движением или просто нажатием на кнопку. И вот здесь все аккуратно отделано. Прямо тут открытый карбон и ткань, аудиосистема Bang Olufsen, так что динамики скрыты за отделкой. Есть контурная подсветка, можно выбрать разные декоративные элементы, например, дерево с открытыми порами или алюминий. Здесь сделаны специальные вырезы под подсветку. И мы возвращаемся к классическим кнопкам стеклоподъемников. Управление зеркалами здесь тоже в привычном стиле. Никаких черных глянцевых панелей, как в А6, Q6 или А5. А вот здесь на внутренней части двери мне бы хотелось видеть немного ткани. Но тут только жесткий черный пластик. На пороге логотип S, значит это может быть пакет S-Line или полноценная S-модель. Решайте сами. Вот еще один шильдик S. По бокам руля перфорация.
И мы возвращаемся к поворотным регуляторам. Справа такой же регулятор громкости, подсветка есть. Есть тактильный отклик в виде клика, но по сути на этом все. Такой дизайн одной кнопки — это смесь физических клавиш и этой сенсорной ерунды. А здесь, как и в Audi Q3, новый рычаг на рулевой колонке. Это указатель поворота. Да, выглядит минималистично. Управление дворниками тоже встроено сюда. Все в одном. Ого! Я уже тестировал похожее решение на Audi Q3. Там была та же логика и ощущения примерно такие же. Когда машина стоит, все кажется понятным. Рычаг на месте, пользоваться им несложно. Но в движении, когда вы поворачиваете руль и нужно дотянуться до поворотника, становится сложнее. У меня даже бывали ситуации, когда я промахивался мимо него, потому что рычаг недостаточно длинный. На мой взгляд, рычаг поворотника должен быть длиннее. Здесь форма явно победила функцию. И вот еще один пример такого подхода. По-моему, это какая-то болезнь, вдохновленная Тесла. Здесь только автоматическое управление дефлекторами. Никаких ручных регулировок. Все нужно делать через экран мультимедийной системы, как по мне, это гораздо менее удобно. А вы что думаете? Но все же я рад, что классические кнопки для окон и зеркал здесь оставили. Так что, как видите, впечатления довольно смешанные. Теперь по сиденьям. Это спортивное кресло с интегрированным подголовником. Его можно немного двигать вверх-вниз, но на этом все. И посмотрите, здесь тоже есть подсветка, а внутри встроены динамики. По крайней мере опционально, потому что здесь установлена аудиосистема B&O. Кроме того, можно заказать вибрацию в сиденьях для эффекта 4D звука. В подголовниках тоже есть динамики. Например, подсказки навигации могут звучать прямо оттуда. Или просто музыка. Но, честно говоря, я бы остановился на обычной системе B&O. На этом все, потому что я не уверен, что мне действительно нужно, чтобы моя пятая точка вибрировала в такт музыки. Но тут уж решать вам. Руль регулируется по высоте и вылету, здесь электропривод. Запас над головой при моем росте 189 см очень хороший, места остается предостаточно. Что касается автоматических дверей, их можно закрыть, просто нажав на тормоз или защелкнув ремень безопасности. Недавно мы видели такое же решение в Porsche Cayenne Coupe, а теперь добавим немного света. Начнем с того, что новая панорамная крыша идет с подсветкой, той самой контурной подсветкой. Выглядит довольно эффектно, она огромная почти во всю длину автомобиля. И что здорово, ее все же можно открыть. Но есть один нюанс. Здесь используется своего рода цифровая шторка. Настоящей шторки нет, потому что Audi говорит, тепловой и ультрафиолетовые фильтры уже встроены в само стекло. И с этим даже можно поиграть. Например, сделать каждую вторую секцию прозрачной или наоборот. Если честно, особого смысла в этом немного. Куда важнее другое. Крыша действительно открывается и можно впустить свежий воздух и свет. Это правда здорово. Проем настолько широкий, что возникает ощущение, будто едешь в кроссовере-кабриолете. Выглядит впечатляюще. Комфорт посадки здесь тоже на хорошем уровне. Сидишь прямо, мы уже знаем это по старым моделям на этой платформе, которую здесь дополнительно доработали, так что посадка действительно удобна. Единственное, чего Audi не предлагает, это настоящую альтернативу натуральной коже. И для автомобиля, который выходит на рынок в 2026 году, такие варианты просто должны быть. Audi единственный производитель в этом сегменте, который не предлагает достойной альтернативы. Можно получить микрофибру динамика на центральных частях сидений, но по сути это все. В остальных местах все равно будет много натуральной кожи. Хотя с технологической точки зрения в этом уже нет необходимости. Есть современные материалы. Например, на яхтах миллиардеров, самых дорогих судах в мире, используют качественный кожзам, потому что сегодня это один из самых технологичных и долговечных материалов. И если выбрать правильное качество, это действительно работает. BMW такие варианты предлагает, а Audi нет. А теперь заглянем сюда. Бардачок открывается плавно и мягко. Здесь снова используется этот карбон с открытыми порами, назовем его так. И это, кстати, хорошее развитие событий. Мы много жаловались на избыток черного глянцевого пластика. Он здесь все еще встречается, как и эти огромные рамки вокруг экранов. В последних моделях Audi это решение серьезно критиковали. Рамки просто слишком большие. Из-за них приборная панель кажется крошечной, и иногда ее даже трудно разглядеть за рулем. И здесь, как видите, снова есть черный глянец. Но по крайней мере Audi прислушалась и сказала:
Давайте уберем этот глянец с центральной консоли и пустим декоративный элемент по всей длине. И это сделано красиво. Я также видел версию с матовым деревом с открытыми порами. Могу сказать, выглядит потрясающе. Вариант с алюминием тоже будет доступен. Обратите внимание и на детали сбоку. Под отделкой есть мягкая подкладка. Сюда же интегрирована контурная подсветка. А когда нажимаешь вот здесь, на ткань, чувствуется слой мягкой пены под ней. И снова аккуратная интеграция фонового света. Так что, несмотря на спорные решения, в этом автомобиле действительно много приятных мелочей. Экран для пассажира входит в стандартную комплектацию. Фоновое изображение на нем выполнено в таких, ну знаете, серых тонах. Немного напоминает компьютерные бои из начала 90-х. И это оформление сохраняется на всем экране. А Audi при этом говорит: если хотите более изысканные обои, заплатите за них 10, 20 или 30 евро в нашем онлайн-магазине. И я считаю, что это не самый лучший подход к клиентам. Этот автомобиль будет стоить примерно от 100 до 150 тысяч евро или долларов в зависимости от версии. Дело не в том, что клиенты не могут себе это позволить. Дело в том, что они чувствовали, что их ценят. И я считаю, что сейчас для Audi важнее всего подняться в рейтингах надежности, улучшить клиентский сервис и сделать так, чтобы покупатель чувствовал себя значимым. Понимаете? Вот три самые важные вещи. И они, конечно, связаны между собой. А вместо этого они говорят: о, давайте сделаем цифровое управление дефлекторами через мультимедийную систему. Но это же совсем не главное. Кто об этом просил? Никто. Зато все просят хорошего сервиса и надежности. Я бы очень хотел, чтобы Audi сосредоточилась именно на действительно важных вещах. Но, как я уже сказал, есть и положительные моменты. Мы видим, что качество интерьера снова растет, и это здорово. Мне также нравится контурная подсветка. Вот эта дуга спереди. Сюда же входит большой проекционный дисплей. Вся верхняя часть панели тоже отделана. И посмотрите, как проработан потолок. Все выполнено из микрофибры. Даже солнцезащитный козырек снизу имеет мягкую подкладку. Мне это очень нравится. А вот когда я его выдвигаю, эта часть все еще жестковата. Возможно, это особенность прототипа, но зато козырек можно удлинить. Это очень важно для долгих поездок по шоссе. Например, когда я последний раз ехал на машине из Лос-Анджелеса в Вегас. Просто включаешь круиз-контроль, сколько там разрешено? 55 миль в час или около того. Ну, 60. Невероятно скучно. Ехать там одна тоска. И вдруг солнце начинает светить прямо отсюда. И ты такой: ох, вот в такие моменты действительно здорово, когда козырек можно выдвинуть дальше. Этот автомобиль безусловно будет сильно ориентирован на рынок Северной Америки. Для Европы он зачастую слишком большой. Там люди, скорее всего, предпочтут остаться с Q7 или чем-то похожим. Но, возможно, такая машина нужна вам из-за детей. И совсем скоро мы оценим второй и третий ряды. Еще пара интересных деталей спереди. Здесь два разъема USB-C для зарядки мощностью 60 Вт, а также две площадки для беспроводной зарядки. И они действительно заряжают как следует, по 25 Вт. Кроме того, здесь встроена технология MagSafe, чтобы телефон надежно фиксировался и не летал по салону. Зарядка еще и вентилируется. Вокруг есть специальное кольцо, которое обдувает телефон. Здесь все еще есть ручное управление. Например, этот регулятор громкости, это классно. Интересно сделанные подстаканники. Их можно скрыть или открыть. Внутри используется конструкция с 4 точками фиксации, чтобы бутылки не болтались. Audi даже отдельно подчеркивает, опять же с прицелом на США и Канаду, что сюда поместится 2 стакана Стэнли. Или вот у Ли, кажется, Овала, это их конкурент, ну вы знаете. Они тоже помещаются. Ну и разные более дешевые аналоги, видимо, тоже должны войти. Кстати, когда телефон подключен к MagSafe, можно даже услышать легкий шум вентиляции. Для локтя здесь есть мягкая отделка. Если поднять подлокотник, под ним обнаружится много свободного места. С этим никаких проблем. Там же есть 12-вольтовая розетка. И собственно на этом все. А теперь самое интересное. Второй и третий ряды. Я могу открыть двери прямо отсюда. Думаю, меню мультимедийной системы лучше не показывать, потому что там виден облик автомобиля, хоть это и просто вид сверху. Но я могу нажать кнопку на экране и открыть дверь для Лии. Такая приятная функция джентльмена, если можно так выразиться. Ну что, поехали? Ого, какая огромная дверь! Посмотрите, в смысле она невероятно длинная. И изнутри отделка тоже радует качеством. Здесь также есть огромная шторка, причем цифровая. Отличная и простая деталь роскоши. Мне такое нравится.
Снова видим этот карбон с открытыми порами и интегрированную в него контурную подсветку. Единственное, чего мне снова не хватает, это какой-нибудь тканевой обивки вот здесь, на внутренней части двери. Кстати, дверь можно закрыть отсюда. Но есть и другой вариант. Например, если вы сидите на третьем ряду, можно нажать вот эту кнопку. Вот так. Я могу сделать это прямо отсюда, потому что, по-моему, это круто. Или если вы находитесь на третьем ряду и потянетесь вперед, вы вполне сможете достать до этой кнопки наверху. Это тоже предусмотрено. На втором ряду сидеть очень приятно. Потому что здесь конфигурация с капитанскими креслами. Так что капитан Томас сегодня на посту и, как всегда, к вашим услугам. Здесь можно опустить подлокотники, и посадка получается действительно комфортной. Сидишь прямо, словно в хорошем домашнем кресле, если сравнивать, например, с задним рядом люксового седана. Именно поэтому сегмент люксовых кроссоверов стал настолько крупнее сегмента люксовых седанов. Это заметно даже по дизайну. По сути, на втором ряду установлены почти такие же полноценные кресла, как спереди. И это действительно здорово. Места для ног у меня все еще достаточно. В само кресло встроен USB-C, а ниже расположены порты уже на 100 Вт. Это крайне важно, если я захочу зарядить здесь свой MacBook. Может быть, я захочу поработать, пока меня везут. Лия иногда подрабатывает водителем. Или, как правильно сказать, шофером, шофершей, не уверен. Тут, пожалуй, нужно спросить у наших французских друзей. Подскажите нам в комментариях. А здесь сзади есть отдельный блок управления климатом и подогревом сидений. Кстати, сиденья могут быть и с вентиляцией. Подстаканник имеет подсветку и уже знакомую конструкцию с 4 точками фиксации. Дети могут сидеть здесь в креслах с креплением Isofix. А если они уже немного постарше, то могут пролезать между креслами. Это тоже своего рода развлечение. Автомобиль может быть и семиместным. На самом деле это стандартная конфигурация. А вариант с капитанскими креслами – это опция. И здесь есть свои плюсы и минусы. Такая компоновка дает больше комфорта на втором ряду, это да, но если вам нужно больше места для багажа, возможности трансформации здесь немного ограничены. Вот собственно и все. В семиместной версии сиденье складывается в абсолютно ровный пол. Так что все зависит от того, как именно вы планируете использовать этот автомобиль. Но давайте сначала оценим третий ряд. Сейчас я сдвинусь вперед так, чтобы мне все еще было удобно сидеть на втором ряду. Посмотрим. Теперь хочу откинуть сиденье. Нажимаю вот эту кнопку, и оно просто уезжает вперед. Теоретически на нем даже можно оставить небольшое детское кресло, и сиденье все равно сложится. После этого можно пройти назад через образовавшийся проем или пробраться через центральный проход между креслами. Это тоже вполне рабочий вариант. Давайте посмотрим, осталось ли у меня здесь место. И чисто теоретически это могло бы подойти и для 6 или 7 высоких взрослых, если во втором ряду установлен сплошной диван. Да, с местом над головой проблем нет. Его здесь полно. Сзади у меня даже есть собственный блок управления климатом. Еще есть разъемы USB-C и подогрев сидений для пассажиров третьего ряда. В общем, они продумали все элементы роскоши, подстаканники и прочие детали. Это действительно очень круто. Да, это отличный вариант, если у вас большая семья, много друзей, или если вам нужно возить целую ораву детей на футбольные тренировки. Крепления Isofix здесь предусмотрены и на задних сиденьях. Если выбрать семиместную версию, у вас будет 3 крепления Isofix во втором ряду и 2 в третьем. Я не совсем уверен в различиях между европейской и американской спецификациями. В европейских версиях Isofix спереди обычно есть. А вот разрешено ли это по американским стандартам, вопрос открытый. Что ж, я выбираюсь наружу, и теперь перейдем к багажнику. Откроем двери, чтобы было больше света. Или я уже открываю дверь багажника. Она опускается очень глубоко. И да, здесь остается немного свободного пространства даже с поднятым третьим рядом. А еще тут есть несколько любопытных кнопок. Но сначала заглянем вниз. Здесь можно хранить шторку багажника. Процесс довольно любопытный. Потому что эту конструкцию приходится буквально разбирать по частям, чтобы она туда поместилась. Небольшая деталь укладывается с другой стороны, и в итоге вы можете спокойно вести ее под полом во время поездки. Почему бы и нет? А здесь я могу нажать кнопку с изображением багажа
И третий ряд сидений сложится вот таким образом. Теперь и капитанские кресла. Возможно, их стоит просто сдвинуть вперед, как они и стояли. Это один вариант. Но то, что происходит автоматически сейчас, выглядит так. Они отъезжают назад и при этом складываются. Я не совсем уверен, почему это логичнее, чем просто ставить их в более вертикальном положении и сдвинуть вперед. Да, я не до конца понимаю это решение. И здесь снова тот самый нюанс. Если у вас 7-местная версия, сиденья складываются в абсолютно ровную поверхность. В этом случае можно просто, знаете, буквально спать в машине, настолько она длинная. Еще здесь есть кнопка, чтобы вернуть все в исходное положение. Конечно, в 7-местной версии это выглядело бы куда эффектнее, когда и второй ряд поднимается автоматически. Теперь вы можете спросить: Томас, а почему ты не замеряешь багажник? Это еще один момент. Как и то, что я сегодня пока не показываю экстерьер полностью. Мне пришлось согласиться на условие, что я не буду делать замеры багажника. Что ж, вините в этом Audi. Спасибо им большое. Да, вот так все устроено. Приходится играть по правилам, чтобы все были в равных условиях и показывали одно и то же. И я думаю, это правильно, когда ни у кого из создателей контента или журналистов нет большого преимущества, и никто не может показать больше остальных. Я имею в виду, на таких мероприятиях с предсерийными образцами в камуфляже всегда так. Ты на что-то соглашаешься, а потом кто-то все равно нарушает правила и делает по-своему. Знаете, такое происходит постоянно. Именно поэтому я всегда отношусь к подобным ивентам с некоторой долей скепсиса. Но в то же время я стараюсь участвовать, если речь идет об очень интересных автомобилях. А это крайне любопытная машина и новый шаг для Audi. Ведь мы все равно можем многое вам о ней рассказать. Так что нам всегда есть что обсудить. И я думаю, эта экскурсия по автомобилю уже получилась очень интересной. Как я уже говорил, по цене я бы ориентировался примерно на 100-150 тысяч долларов или евро в зависимости от выбранной версии. Любопытно, как этот массивный ветрозащитный кран будет влиять на турбулентность. По идее, он должен снижать уровень шума в движении, когда крыша открыта. Итак, мы видим много интересного. Есть вещи, которые Audi еще стоит доработать, но главное очевидно. Теперь у них действительно появился конкурент для BMW X7 и Mercedes GLS. Будет очень интересно посмотреть, как Q9 проявит себя в этом сегменте. На мой взгляд, главное отличие между классическими американскими конкурентами и немецкими представителями этого класса в том, что немцы обычно лучше ведут себя на дороге. Я имею в виду подвеску, технологии и общую ездовую динамику. Но опять же, и стоят они чаще всего дороже. Так что будет крайне интересно посмотреть, как Audi Q9 справится с этой борьбой. А если вы подзабыли, на что способны GLS и X7, то самое время пересмотреть наше видео об этих моделях прямо сейчас.